Мы ждем евро-иену сейчас и золото на коррекции теперь. Здесь здесь золото, здесь евро-иена. Ждем сигнал, очень важно. Могут пробить, улететь вниз, могут отскочить, улететь вверх. Нас это не интересует, нас интересует ценовой паттерн. В этой зоне и вы получите доступ не только ко всему этому, а к ценовым паттернам в том числе. То есть я вам дам все, что я делаю каждый день. Так что подключайтесь сейчас, потому что эта акция, назовем ее так, посвящена 8-летию существования моего YouTube-канала. Ровно 8 лет назад, в 2016 году, я запустил YouTube-канал в январе, по-моему, даже это было как раз 10 января, и сейчас 12 января, поэтому эта акция будет недолго. Подключайтесь сейчас, потому что больше такого мы проводить не будем в таком масштабе. А мы ждем золота и ждем еще, возможно, будут другие сигналы. Покупаем золото. Готовлюсь зафиксировать прибыль по золоту. Мы наблюдаем очень резкое интенсивное движение. Посмотрите, моментум. Отлично. Посмотрите, как мы вовремя вошли в рынок. Я держу руку на пульсе, чтобы снять прибыль. Очень внимательно. Снимаем прибыль. Отличный профит по золоту. И ждем дальше. Сегодня пятница, но просто тьма сигналов. Одна из важных стратегий, которые почему-то новенькие не уделяют внимания. Это простая стратегия сохранения прибыли. То есть, скажем, ты сделал $1000, да, для удобства расчетов. Ты сделал $1000. Вот здесь купил, $1000, $500, 2000, неважно, 1000 сделал. Вот уже на этом этапе ты должен себе поставить, скажем так, несгораемую сумму, ниже которой ты не опустишься, ниже которой ты не будешь торговать, в случае достижения которой. То есть какая несгораемая сумма на сегодня? Это называется защита прибыли. Очень мало трейдеров об этом задумываются. Они сделали деньги и продолжают торговать, как ни в чем не бывало. Сделал хороший профит, например, закрыл 2-3 трейда подряд прибыльных. Вот сколько из полученной прибыли ты защитишь, например, я отсюда сразу вытаскиваю $600. И на 400 прибыли я торгую. В случае неудачного сценария потери я максимум могу потерять 400. Понимаете? Очень важная техника. Я бы сказал, она фундаментально важна. Если трейдер ее не использует, у нее практически нет шансов, потому что практика показывает, что сделав деньги и продолжая дальше активно торговать, не защищая капитал, у тебя будет примерно 60-70% дней, когда ты в какой-то момент эмоционально тебя что-то зацепит, и ты начнешь сливать, и всю прибыль зальешь, и вовсе уйдешь в минус, а это сильно на психологию влияет. Ты перестаешь верить в то, что ты можешь достигнуть успеха, если каждый раз ты делаешь деньги и опять сливаешь их. Ну, откуда у тебя появится вера? А когда ты их фиксируешь, тут, завтра, еще, ты все больше начинаешь верить в то, что это возможно, потому что фактически ты их видишь, деньги. А так, что ты сделал деньги, а в конце дня слил, ты не видишь деньги по итогам дня. Естественно, откуда возникнуть уверенности в том, что ты можешь делать профит. Понимаете, вот насколько это важно. Поэтому защищай. Понятно, что если ты сделал $100, ну, скажем, твоя там цель или твой ориентир, или вообще в среднем, там, в хорошие дни ты делаешь, ну, условно, 1000, ну, понятно, тут защищать нечего. Да, я говорю, когда ты сделал, ну, там, 2, 3, 4 профита подряд. Или один профит, но большой. Ждем дальше золото, чтобы прибавить объем. Снова открыть на бай сделку. Ну, сигналов очень много, видите, сколько. Торгую не хочу. Бывают дни, когда сигналов нет. Поэтому сегодня
надо этим пользоваться, но я уже защищаю капитал. То есть все, я точно не уйду в минус, я сегодня заработаю, а сколько я узнаю только по итогам дня, потому что у меня еще час торговли. Ждем золото. Если мы ждем коррекцию, да, в очередной раз, коррекцию к 20.56 зона. До этого у нас была вот эта зона коррекции, теперь она смещается сюда, чуть выше. То есть бай здесь, следующий бай здесь. Австралийский доллар, евро, доллар. Все сегодня двигаются. Что интересно, нет индексов Dow Jones и NASDAQ. Давайте сделаем следующим образом. Мы зайдем вот сюда в настройки. Причем у вас будет все уже настроено. Вы получаете полностью настроенные алгоритмы. Ну, короче, вы такого никогда ранее не видели. Да, я не буду рассказывать много. Все увидите сами, пощупайте. Но у вас такого точно опыта не было. Да. Такого опыта в плане обучения, когда у тебя все выстроено в цепочку, пошагово, последовательно, все понятно, все прозрачно, никаких серых углов, серых зон. А что непонятно, ты задаешь на онлайн-торговле, либо пишешь на почту, либо у нас еще есть опция тренинг по запросу. То есть вы пишете на почту, например, Аркадий, я хочу тренинг, вот мне здесь непонятно, да, например, до конца. Ну, бывает же такое. Мне бы хотелось здесь вот подетальнее. Я записываю для вас отдельный тренинг. Круто. И я получаю удовольствие, и вы получаете невероятную пользу. И не пользу в плане информации, а практическую. Потому что там внутри личного кабинета практически нет информации ради информации. Есть практическая информация, то есть конкретно вот так делать. То есть очень мало теории я даю, очень мало, ну потому что теория сводится к двум циклам рынка. Да, ты торгуешь либо по тренду, либо торгуешь разворот, все. Но не обязательно все торговать. Вот я смотрю на символы, вот, опять же, да, критерии отбора, он же очень простой. То есть я смотрю, вот, например, самый горячий это золото. Почему? Почему самая горячая зона? Ну, во-первых, вся строчка зеленая. Не везде она вся зеленая. Вот здесь, например, видите, серая. Вы знаете, что это такое тоже. А самый большой процент изменений сегодня. Ну и сам сигнал, потому что в код тренд-сканера вшит определенный порядок, скажем так, вещей, определенный порядок индикаторов, условий, который должен совпасть в определенной последовательности, тогда этот символ появится, да, только тогда этот символ появится на радаре. Представляете, насколько ваша работа упрощается как трейдера? То есть вам не надо все это сверять, робот сам это мониторит. И вот золото мы видим самый горячий. Доллар-иена нормально. Ну, золото, доллар-иена. Золото растет, доллар-иена нередко падает. Давайте доллар-иену глянем. Она что-то очень активно маячит на радаре. Кстати, здесь сигналы идут подряд. Ну, мы покупали золото, но в то же время можно продавать доллар-иену. Да. Идеальные входы. Возможно, у нас будет продажа по доллар-иене. То есть из всех символов, вот они, видите, да, что мы можем выбрать? Насколько это удобно, да? Золото, доллар-иену. Мы можем посмотреть на иену, евро и фунт. Все, ну понятно, из всех мы выберем доллар-иену, она самая свежая, да, информация здесь 16.44. И самый большой процент изменений среди иен. Все, да, вот такой простой критерий. И теперь вопрос, где мы продаем, 144 700, вот зона sell. То есть не обязательно прям к этой зоне, мы берем точки и вот так, сюда вниз. Да, и вот это зона sell. Если придет рынок, еще не факт. Да? То есть мы не думаем о том, придет, не придет. Мы говорим о том, что если придет, мы будем работать. То же самое NASDAQ. Если придет, будем работать. То есть вы не форсируете, не саботируете, не торопитесь. Вы четко знаете, что, где, когда нужно торговать.
Потому что самую тяжелую работу выполняет алгоритм. Скажем так, искусственный интеллект, потому что робот, по большому счету, дублирует наше поведение. Вот если, скажем, мы были бы супер последовательными, да, супер дисциплинированными, мы бы действовали ровно так же, как и робот. То есть он имитирует мое поведение, ваше поведение. То есть что нужно делать? Вот правило, да, я даю первое, второе, третье. Я могу это сам делать, но сам я все равно где-то буду что-то по-своему воспринимать, где-то недоувижу, где-то недосмотрю. Да? Ну, ты не можешь везде быть, скажем так, и всегда быть в форме. Вот. А робот, ему все равно. У него есть первое, второе, третье, вот они совпали, плюс еще мы ему можем дополнительно дать определенные, да, встроить в него определенные параметры, там, фильтры и так далее, и все это делегировать он сам будет находить. Вот и все. Это очень сейчас такое преимущество весомое. Если у вас этого нет, ну, сложновато будет. Внутри дня я имею в виду, да, если вы внутридневной трейдер, либо хотите им стать, то это то, что сейчас, не то, что это тренд, нет, это то, что сейчас, ну, уже нормой стало, норма. Все, кто торгует сейчас внутри дня, ну, по крайней мере, 90%, но все, кого я знаю, кто торгует интрадей, они используют разные автоматические приемы, помогающие выявлять возможности на рынке. Потому что и рынков много, я имею в виду акций, валют, и среди всего этого множества нужно понять, что торговать сейчас. Если у тебя этого понимания или, скажем так, нет правил, как ты отбираешь рынок, ну, тогда ты очень много упускаешь. Как видите, мы не занимаемся прогнозами, я не занимаюсь прогнозами, аналитикой. Это не то, что приводит к деньгам внутридневного трейдера. Единственное, что я учитываю, на что я смотрю, это на новости в плане того, что они должны быть, чтобы я торговал активно. Потому что если новостей нет или какого-то фундаментального подтекста на рынке нет, то и движения нет. Я ничего не могу заработать. Угу. То есть нужен катализатор, драйвер, чтобы туда трейдеры смотрели. Например, нефть, да, там запасы. Или какие-то геополитические, да, там факторы, или что-то влияет на нефть, спрос, предложение, там сократились, поставки изменились, ну, короче, вы поняли, да? Вот если это происходит, это может потенциально подстегнуть трейдеров смотреть на этот символ, больше там операций совершать, таким образом наполняется ликвидностью актив, и сигналы работают лучше, сигналы работают четче, нет таких провальных, скажем, движений, когда он чуть-чуть пошел, потом раз, шарахнул, то есть таких вот, скажем, хрупкости такой нет, он становится более устойчивый, и тренды там хорошие, понимаете, да? Поэтому я всегда смотрю, что были новости. Вот я, например, в Европу торгую, перед тем, как торговать, раньше не так этому уделял внимание, а сейчас уделяю больше, чтобы стать еще более эффективным. Я смотрю, есть ли новости. Сегодня просто вот банально обычный экономический календарь. Я открываю и смотрю, так, например, сегодня там процентная ставка, да, по фунту, или занятость, или инфляция, то есть где 3 звездочки, да, 3 быка. Такие важные новости. И затем, когда новости выходят, если рынок начинает летать, а чаще всего так и происходит, все, я начинаю там искать свои возможности с помощью алгоритма. То есть нужна почва для работы. Это очень важно. Вот сегодня были не такой большой блок новостей, но сегодня был, вот вчера был огромный блок новостей, рынок летал. Я вчера не записывал для вас видео, я торговал для себя. Но вчера был потрясающий день. Намного активнее, чем сегодня. Сегодня вроде тоже хорошо, но вчера намного активнее и более продолжительное время это все было. Потому что там целый блок новостей вышел. И экономический календарь, вы его видите за неделю даже, да, и вы знаете, в какие дни вам быть более активным, в какие дни брать больше объем, например. Да? А есть дни, когда просто смотришь ленту, там ничего нет. Пустая. Ну, значит, и рынок может быть очень слабым, за исключением, понятно, форс-мажора, природные какие-то факторы, еще что-то, да, там, геополитика. Все это может влиять. Что-то затихло все, да? Ну, видимо, пятница, все, всем раздали
Ну, вот мы видим, DAX в зоне крутится в ценности, но здесь пока сигнала нет. Но интересно то, что мы пришли к точкам волатильности, к ценности. Сейчас посмотрю, есть ли этот символ на сканере. Да, вот есть. Да, можем купить DAX, хотя я здесь не вижу какой-то силы рынка. Смарт-осциллятор еле-еле поднялся до нужного уровня. То есть он не ушел даже выше 50. То есть он такой слабый. Это говорит о том, что могут эту зону продавить легко. Ну, кстати, то, что мы и наблюдаем. Так что DAX, наверное, плохая идея. NASDAQ, ну, тоже, видите, да, он хорош в целом, но смарт-осциллятор слабоват. Да? Потому что смарт-осциллятор — это моя проприетарная, да, авторская разработка, и вот он здорово справляется с основным своим назначением. Это демонстрация силы рынка. То есть, когда рынок сильный, когда он слабый, когда по тренду, когда разворот. То есть, фильтрует здорово вот эти наши сделки на коррекциях, фильтрует сделки на разворот. И все это считывается в этой простой гистограмме. Да. Очень легко. Фунт-доллар в зоне. Да, мы готовимся купить. Здесь получше ситуация. Ну, тоже не зашкаливает. Единственное, где зашкаливает смарт, это золото. Но золото тоже пока молчит. Давайте вернемся на золото, потому что с радара этот символ исчез. Это говорит о том, что там падает рынок. Да. То есть мы пришли к ценности, но сигнала нет. Это то, чему вы тоже научитесь ждать подтверждения. Здесь его нет. Это позволит сократить количество плохих сделок, да, и прям значительно повысить свои шансы на успех.